Всем привет! С вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Она о тебе под шофе. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии для продвижения канала. Кто хочет записаться на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Ой, а что ж так плохо, ребятушки? Что, боже, что творится? Опять же, помним, что это общий расклад, да? Я стараюсь обычно говорить, что у кого-то эта ситуация, которую я сейчас буду рассказывать, да, вот либо же сейчас происходит, либо же вы уже это прошли. Здесь проигрывается любовный треугольник, который был в вашей жизни, который вы прожили, пережили и... Знаете, я думаю, это станет вам очень большим уроком в вашей жизни. Та ситуация, которую вы пережили, либо же сейчас вот проживаете с женщиной, это, конечно же, был разрыв. Разрыв, скорее всего, из-за измены. Это разрыв, который, ну, я бы сказала, разорвал ваше сердце на части. Это, знаете, такая маленькая смерть, которая произошла в вашей жизни. Причем у некоторых из вас может проигрываться, что вы уже дважды, может быть, даже трижды проживали подобные ситуации. Вот вы как будто, знаете, по жизни наступаете на одни и те же грабли. Одна, допустим, жена была, изменила, разошлись. Вторая жена изменила, разошлись. Ну, то есть, как будто, знаете, один и тот же сценарий вы проживаете. Знаете, у вас может даже проигрываться такой момент, как то, что вы уже подумываете над тем, а нужны ли эти женщины вообще, если они приносят только боли, страдания и разочарование. Напишите, у кого проигрываются такие мысли, да? На самом деле вы человек, который, знаете, вы настолько трепетно относитесь вообще к любви, к женщинам, к отношениям. Вы всегда вот по жизни, да, я просто сейчас рассказываю, вот какой вы вообще, вы всегда готовы прислушиваться к партнеру, да, к партнерше, то есть. Вы всегда готовы вот строить отношения кирпичик за кирпичиком вместе. Вам даже в кайф, вот когда у вас, ну, в жизни, когда у вас были нормальные отношения, вам даже в кайф что-то делать вместе. Вам кайф даже одному делать для женщины, допустим, кушать, приготовить, либо же там поубирать, да, чтобы одна лишний раз не напрягалась, чтобы как-то вот ее порадовать. Вот вы кайфуете вообще от того, что вы для кого-то делаете. Есть даже такая черта характера, как услужливость, что ли. Вот вам именно нравится, приносит какое-то такое особое удовольствие, когда вы делаете что-то, стараетесь для других людей. Это касается даже не только женщин, это вообще касается ваших таких близких и родных людей. Кто-то для жены делает, да, кто-то для детей, кто-то для родителей, да. Вы вообще такой человек безотказный. Но вот единственное, что, несмотря ни на что, вот вы не можете как-то успокоиться, что у вас не ладится личная жизнь. Вот как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, да, вы понимаете, что, ну, все повторяется. Ситуация в жизни повторяется. У вас уже есть такой некий страх, что вы снова, вот, допустим, начнете новые отношения, и снова вы наступите на те же грабли. Поэтому вы сейчас как-то вот приостановили все такие активные действия в сторону женщин, да. Вы, может быть, кто-то даже, в принципе, их и не начинал. Вот у кого более свежий такой развод. Я думаю, вы даже взяли какую-то такую паузу, потому что не хочется снова на те же грабли. Может проигрываться даже, смотрите, у кого была такая ситуация, что вы либо же, ну, чуть ли не попали в больницу, либо же, может быть, даже кто-то и лежал в больнице, но здесь
ну, я не знаю, инфаркт, не инфаркт, ну, может быть, какой-то либо же сердечный приступ, либо же практически вы были в одном шаге от сердечного приступа, потому что очень тяжело переживали ваш разрыв. Напишите, у кого проигрывается. То есть вы такой человек, который сейчас, знаете, как-то уж слишком пессимистично настроен. Вот я не вижу какой-то радости в вашей жизни, вот абсолютно. Вы в каком-то смысле как слепой котенок, вот не знаю, куда двигаться. Как жить дальше, с кем жить дальше. С женщинами вообще непонятки, да, женщинам я не доверяю, я побаиваюсь новых отношений, я не знаю, как двигаться, да, вот в таком ключе мысли. Очень много пессимизма. Да, вроде бы вы не живете уже прошлым, да, вроде бы вы его отпустили, но я не вижу какой-то такой радостной надежды на будущее. Скорее вы думаете о будущем, но в негативном ключе. И это в большей степени касается, конечно же, отношений. Знаете, вот вы такой человек еще, который будет, ну я не знаю, за десятерых, наверное, работать, только чтобы обеспечить свою семью. Вы готовы обеспечивать, но в то же время вот есть вот этот некий такой страх. Страх снова, что вам разобьют сердце. Так, что еще? Ну, а справедливый вы, боже, вы такой, смотрите, вы и щедрый, вы справедливый. Вы человек, который очень легкий на подъем, в принципе. Но единственное, вот если вы сейчас вот пребываете вот в таком настроении, как я говорю, то, конечно же, вам пока не захочется никуда не мчаться, не идти, а чисто дом-работа, дом-работа. Вы человек, который вообще поступает по жизни очень так радикально, решительно. Вы любите все держать под контролем. Ну, как настоящий мужчина, наверное, я бы сказала, да? Вы даже в каком-то смысле очень бесстрашный человек. Вот за вами можно быть как за каменной стеной, и это я говорю абсолютно вам, абсолютно точно. Можете даже не сомневаться. Знаете, у меня ощущение, что вы даже какую-то особую такую сильную энергетику источаете, которую женщины в принципе ощущают. Я уже не раз об этом говорила, что женщины чувствуют мужскую энергетику. Вы человек, который готов добиваться своей цели. Вам ничего не будет страшно. Какие бы преграды ни были, вы будете покорять новые и новые вершины, пока своего не добьетесь. Это классная черта для мужчин. Еще, знаете, есть такой момент, что слишком много везете на себе. Вот слишком много. Вообще по жизни я бы вам сказала, чтобы вы немножко разгрузили себя. Очень много тянете на себе. Я понимаю, что да, если настоящий мужчина, то, конечно же, стараешься на себя взваливать как можно больше каких-то забот, хлопот, да, чтобы и женщину разгрузить, там, и родителям, может быть, детям помочь. Но старайтесь как-то, либо же это дозированно все делать. Не грузите себя, потому что будут последствия с бедствиями. Вот реально, очень много на себя берете, очень много грузите, могут быть проблемы и с тем же сердцем, и может быть даже тоже эмоциональное выгорание, могут быть реальные проблемы по здоровью, потому что очень много тянете. Итак, давайте-ка смотреть теперь, какая же женщина пришла к нам на расклад, да, и что же она о вас говорит. Это женщина, с которой вы, конечно же, остались далеко-далеко не вместе. Это женщина, любящая, ну, я бы сказала, пьянки, гулянки, подружки, посиделки. Вот какая-то она не очень серьезная. Но вот именно интуиция у нее хорошая. Она может обладать какими-то магическими способностями. Она такая, знаете, очень легкая на подъем. Ну, обычно я таких женщин называю сею-вею. Она, ну, никак не мать семейства, она никак не хорошая хозяйка, она жадноватая, она жадная и в эмоциях,
ну, в каких-то проявлениях, да, своей любви, если она у нее есть, если она, конечно, ее способна вообще чувствовать, любить человека. Она жадная к деньгам, она жадная вообще ко всему, что касается вот какого-то материального обогащения. Вот ей по жизни хочется все больше и больше, вот ей, знаете, вот мало. Вот все, что ей дают по жизни, ей мало. Вы ей очень много давали, в меру, конечно же, своих возможностей. Но ей все было мало, ей хотелось больше, ей больше хотелось и подарков, и больше каких-то, я не знаю, там путешествий, денег, может быть, машина не такая была, может быть, вы ей там шубу не такую купили, там, или еще что-то, да? Ну, то есть, такое ощущение, что, я не знаю, там, звезду с неба ей дай, и все равно ей этих звезд будет мало. Напишите, у кого проиграется. Это женщина, которая очень часто бывает недовольна. Она хоть вроде бы и неплохо выглядит, да, она может ухаживать за собой, но с виду она очень неприятная. Вот честно, без обид, ребят. Вот, ну, неприятное. Вот бывает, смотришь на человека, и что-то такое отталкивающее. Вот какая-то, то ли это энергетика, то ли это выражение лица у нее, ну, неприятное. Но не хочется с таким человеком долго общаться. Негатив несет в свою жизнь. Посмотрите, вот разрушение. Она окружающим несет разрушение в ну, своим каким-то присутствием даже. Итак, давайте-ка будем смотреть, что же она о вас думает под шофе, да, вот когда она со своими подружками собирается. Что же она о вас говорит? Это, знаете, из той серии, что имеем, не храним, потерявший плачем. Вот вы выпали у нее императором. Она только сейчас начинает вот прозревать, понимать, какого мужчину она потеряла. Я вам скажу, что она прекрасно понимает, какой вы человек. Она прекрасно понимает, что вы ее любили, вы ее кружили, а даже, возможно, некоторые из вас до сих пор любят. И она это знает, она это видит, она это чувствует. Особенно, ребят, если кто-то из вас, если вы пытаетесь там как можно чаще ей позвонить, написать, да, вот я знаю, что среди вас есть такие, которые, ну, мечтают воссоединиться с бывшей. Она видит, что вы будете, ну, как дрессированная собачка, бежать за ней. Стоит ей только пальчиком поманить, и вы побежите. Она это видит, она это понимает, она это знает. Знаете, вот она в каком-то смысле даже разочарована своей жизнью, как она сейчас живет. Она вот со своими подружками обсуждает вас, в принципе, даже в позитивном ключе. Это кажется довольно удивительно, но вот она им рассказывает, да, что, в принципе, она потеряла достойного мужчину. Она им говорит, что нужно было бы как-то по-другому тогда все обставить, чтобы это не закончилось разрывом. Я сейчас вам просто пытаюсь вот своими словами, да, вот рассказать по-простому, что мне говорят карты. Я вам скажу, что ей очень нравился даже тот же интим с вами. Потому что вот с другими мужчинами у нее как-то это все было не так. Это было как-то, ну, без души, что ли. Причем даже, знаете, вот она, ну, в мечтах, понятно, да, на уровне таких каких-то грез. Она не против бы с вами, скажем так, пошалить, даже сейчас, вот если бы так карты сошлись вот в жизни, да, вот если бы случай какой-то выпал, она не против бы вспомнить прошлые времена, пошалить, да, в принципе. Я не могу сказать, что она вас ненавидит, там, обвиняет в чем-то. Она скорее даже себя обвиняет, что она поступила не так, она поступила неправильно, она потеряла настоящего мужчину. Об этом она, ну, как бы говорит, либо же обсуждает со своими приятельницами, когда они там под шофе где-то, может быть, в кафе, либо же в баньке, да, ну, кого как проиграется. Ее почему-то все больше одолевают такие негативные мысли, потому что у нее нет счастья в личной жизни. Она вот жалуется своим подружкам, что после вас она не встретила мужчину, который бы,
ну, настолько сильно, наверное, кружил ее так, как вы кружили. Настолько сильно бы все ее хотелки исполнял, да, вот настолько вкладывался бы, любил ее. И она как-то, вот знаете, в последнее время как будто бы загрустила, что все в жизни идет не так, как она запланировала. Даже в каком-то смысле это, я думаю, кусание локтей. Вот она жалеет, что она потеряла достойного человека, да, она понимает, вот она обсуждает со своими подружками, что ведь была любовь когда-то, вот куда же это все делось, да, куда это все ушло. Это своего рода ностальгия, это своего рода сожаление, кусание локтей, как хотите, да. Но она понимает, что назад вы ее вряд ли примете. Да, она особо и проситься не будет, потому что корона упадет. Она понимает, что слишком много негативного было сказано и сделано, поэтому назад дороги нет. Она знает ваш характер, поэтому она даже рыпаться не будет никуда, потому что ну, не хочет, чтобы вы ее опустили. Она не хочет, чтобы вы захлопнули дверь перед ней. Она не хочет, чтобы вы бросили трубку, допустим, да? Она рассказывает еще, знаете, подружкам, что за хороших мужчин нужно, в принципе, держаться. Причем она дает им даже советы такие, что если вы упустите хорошего, достойного мужчину, вы останетесь одинокими. Она уже как бы на своем примере вот учит своих вот там подружек, может быть, сестрички, у кого есть, у кого-то, может быть, с коллегами у нее близкие отношения. Ну, то есть вот с кем она собирается в компании, да, вот под шофе, с кем они могут с рюмочкой посидеть. Вот она как бы изливает душу и ностальгирует, и в то же время она учит, что, девчонки, не теряйте хороших, достойных мужчин, потому что их мало. Это та ситуация, когда, знаете, человек начинает прозревать только после того, как потерял достойного мужчину, да? Это та ситуация, когда, что имеем, не храним, потерявши плачем. Да, она не будет к вам бегать, она не будет извиняться, но это будет уже как бы выше ее достоинства, или вернее ниже ее достоинства, да? Королевы, в конце концов, не унижаются, и королевы не просят прощения. По крайней мере, она так считает, да? Но есть момент ностальгии, это уже радует, это какие-то остатки совести есть. Поэтому, ну что ж, кто-то из вас, может быть, пожелает ей удачи, кто-то порадуется. Опять же, я не вправе никого судить, потому что у каждого есть свой голос, свой выбор, да, каждый имеет право на свою точку зрения. Поэтому уже как есть, так и есть. Но счастья в ее жизни я не вижу. Ей очень не хватает любви, ей очень не хватает такого отношения, как, ну, которое вы давали ей. Вот именно как любящий мужчина. Она очень хочет почувствовать себя счастливой, но этого нет. Поэтому она вот разве что за рюмочкой чая, наверное, может расслабиться и поизливать душу, потому что, ну так, на трезвую вряд ли она об этом скажет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!